Всем привет! Сегодня суббренд Redmi от компании Xiaomi показал свои две новинки K20 и K20 Pro. У всех же возникает вопрос, какая между ними разница? А разница-то большая. Начнем мы с вами, пожалуй, по порядку. Кстати, чтобы быть всегда в курсе всех новостей, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. По поводу K20 относится к среднему классу, в нем стоит Snapdragon 730, 6 гигов оперативной памяти, 64 или же 128 гигов встроенной памяти и AMOLED матрица. Что примечательно, как в младшей версии, так и в старшей есть именно AMOLED матрица. Что касается дизайна, он секси. Особенно порадовала его полная безрамочность, без моноброви и каплей. При этом телефон получил выдвигающийся механизм. Долго ли он проживет на практике, никто об этом не знает. Будем надеяться, что он не развалится в процессе эксплуатации телефона. Что по поводу старшей модели, то тут все стандартно. Топовый процессор, топовое железо и так далее. Батарейку не зажлобили и оставили на 4000 мАч. И конечно же в плане трендов есть супер-мега быстрая зарядка. Меломаны могут угомониться, тут наконец завезли по обещаниям компании топовый звук. По камере судить пока рано, хоть тут установлены топовые сенсоры в старшей модели. При этом какие будут снимки на выходе, увидим потом. При этом, как известно, в начале продаж у Xiaomi сырой софт для обработки фотографий. Xiaomi, когда ты сделаешь уже наконец нормальный софт? Тягаться он будет с Google Pixel 3 только тогда, когда мы увидим все фотографии вживую. А вот младшая модель получила модули слабее, чем у старшей модели. Наконец услышали наши мольбы и добавили NFC. Теперь можете оставлять свои кошельки дома и тратить деньги на себя. И что немаловажно, это есть в двух моделях. Это все, конечно, хорошо, но есть и ложка дегтя. Это цена. Как по мне, она завышена опять же на старте продаж. Через пару месяцев цена просядет на 10-20% и эти телефоны будут народными, как это бывало с линейкой Redmi. За младшую модель цена начинается от $290, а за старшую от $360. Ждем, когда Xiaomi наконец поймет, что нужно выставлять цену на старте продаж адекватную, а не демпинговать ее. А как вам эти аппараты? Стоит ли менять свои царские Note 7, Mi 8 и Poco F1 на K20 или же на старшую ее версию? Переходите в комментарии, и там мы с вами это все и обсудим. Всю самую свежую и актуальную информацию вы всегда сможете найти в нашей группе ВКонтакте. Живое общение, помощь по различным вопросам и новости из мира IT – все это находится там. Переходите и подписывайтесь, ссылка в описании. Поддержите это видео лайком, если оно вам было интересным, а также не забывайте подписываться на наши социальные сети. Ссылки будут в описании. Сегодня с вами был Илья, и всем до новых встреч!